Привет, я Юля Сайфан, художница. Продолжаю листать свой скетчбук, который начала в прошлый раз. Здесь наброски в разной технике. Напоминаю, что я заполняла скетчбук не по порядку. Наброски сделаны мной в разные годы. С 20 по 25 включительно. В голове была композиция с этими стульями. Как практика показывает, все, что в голове, должно быть проверено на листе, желательно в маленьком композиционном наброске. Сегодня будет много работ масляной пастелью. Хотела подключить эту бумагу, заранее прогрунтованную дома, к пленэрным поискам. У работы масляной пастелью на пленэре есть свои особенности. В очень жаркий день она будет таять. Будет неприятно, как будто вы рисуете пластилином. Нужно иметь определенный диапазон цветов в мелках, потому что замешать это как красками вы не можете. В данный момент я пишу на улице гуашью, поэтому смело могу сравнить с пленэром масляной пастелью. Нужно с собой немалое количество мелков, но одновременно с этим вы не тащите литр воды, что значительно облегчает вес. Это я рисовала по своей фотографии, видно по цвету, насколько она бедная. И с мелками есть тенденция работать с какой-то заученной цветовой гаммой. В масляной пастели, безусловно, есть широкий тональный диапазон, но в выборе цвета этого может быть недостаточно. Я как-то решила, что все мои наброски предварительные к работам должны быть в одном месте, в этом скетчбуке. Но потом я распробовала эту бумагу для графики, для угля. Эта идея для меня оказалась невыполнима, потому что я часто спонтанно начинаю подготавливаться, делать наброски в разных местах. Пленэрный рисунок. Раньше я в основном предпочитала скетчбуки на спирали, и это был мой первый скетчбук, который раскрывается как книга. Поэтому для меня было смелостью использовать полностью разворот, несмотря на то, что посередине получается некрасивая линия. Наброски с моих детей карандашом и масляной пастелью. Сакура специалист имеет прямоугольную форму, как у сухих пастелей, поэтому рисовать ей ребром очень удобно. Эти маленькие вещицы напоминают мне рисунки малышей, только они знают, что нарисовали, так и я. Пейзаж с натуры, прямо по этой бумаге масляной пастелью. Хотела карандашами и масляной пастелью уйти в графику такую стилизованную, меньше ориентироваться на натуру, хотя сидела там в этом поле и рисовала эти деревья. Помните, несколько лет назад был челлендж, выкладывали фотографию, и все, кто хотел, рисовал по ней. Я с удовольствием порисовала со всеми одно и то же, но результат меня не устроил. Кошки углем и карандашами. В этот момент я поняла, что я недостаточно хорошо понимаю анатомию кошек. Потом я возвращалась к этому, рисовала череп, занималась. Это был 21 год. Постепенно вошла во вкус чередовать уголь и карандаш. Дочку на море набросала. Сейчас бы я сделала этот набросок по-другому, более насыщенно по тону, и еще бы взяла белила. Позже вы увидите эту технику. На данный момент у меня уже есть в голове представление, каким должен быть мой следующий скетчбук для графики. Обязательно кремовые или бежевые страницы. Кошка почти с натуры. Пофотографировала знакомую кошку, ее зовут Пита. Пита дала мне возможность ее рассмотреть со всех сторон, потрогать ушки. Так что под большим впечатлением я сделала много набросков с нее.
Здесь я нарисовала то, что справа, и потом поняла, что я просто не знаю, что внутри. Нужно рисовать череп. Некоторые страницы здесь склеены, я не смогла ими воспользоваться. Мальчика пофотографировала, он был такой подвижный, не надо было вокруг него бегать и фотографировать, он со всех сторон меня оббежал сам. Еще во время короны дело было. Знаете, есть дети, мальчики, такие смазливые, что если отпустить волосы, это будет прям как девочка. Это как раз таки обратный случай. Такой мальчик с таким носом, выразительный. Утренний свет на кухонном столе. Хотела задействовать минимальные средства для передачи настроения, яркости, солнца. Здесь я по-разному пробовала технику свою. В общем-то, сейчас в таком виде я и работаю. На помощь пришла черная гуашь тонкой линией, также кистью, белилами на бликах. Остальное уголь-карандаш. Здесь я пробовала себя в такой иллюстративной графике. Рисовала в гостях с балкона. Хотела придумать что-то простое и выразительное для передачи настроения, ощущения от натуры, но эти средства мне недостаточно подошли. Снова склеенный разворот, ничего уже не нарисуешь там. Это посмотрите, кто, вы наверняка узнаете, но не сразу. Я специально показываю разницу, когда я владею материалом, а когда я им не владею. Помимо этого, разница между набросками в несколько лет. За это время я часто и много обращалась к портрету по фотографиям, потому что натуры у меня нет. Еще один портрет кошки Питы. Вы наверняка часто слышали, что старые работы не надо выбрасывать. Это именно та причина, чтобы видеть свой прогресс. Осталась еще последняя, третья часть этого скетчбука. В следующий раз я продолжу листать его. Непременно оставляйте комментарии, я читаю все, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи на моем канале.